Привет, Леха. Соскучились по Лёшке? Да. Да. Ладно, нормально. Вот мы все-таки сегодня выбрались уже с дядей Лешей вместе. Тугеза, как всегда. Вот. Будем сегодня... Попробуем еще одну ямку тут. Еще Ну, одну? правда, дяде Лёше нужны там некоторые... Ну, шмурдяк один, наверное, Думаешь, одну? для дела. Не, мне нужно как минимум там штук 20. Не-не, ты говоришь, ямку одну попробую. Пока здесь одну, потом уйдем отсюда. Думаешь? Угу. А если как попрет? Не-не-не, уйдем. Для разнообразия? Конечно, надо везде попробовать, жизнь-то проходит. Ну, посмотрим, что. Что же тут сидеть-то? Тут, кстати, один подписчик тебе писал. Я вот хотел просто немножко зачитать. Он поздравлял нас с открытием сезона. Вот. Желал здоровья тебе. Ну и нам. Здоровье-то спасибо, у меня нормальное здоровье. Работа. Жить. Говорит, бери их за мягкие места и го на коп. Вот мы приехали. Нет, неправильно. Если за мягкие места я дома возьмусь, то гол на коп не получится. Ну тогда да. Он спрашивает, типа, меганаходки, когда пойдут из Золота Рейха. Это не в наших степях. Не в наших. Отсюда это увозили. Золото Рейха? Да. Ну, понятно. Да. Ну, именно с этого места здесь-то его и не было. Ну, вообще, на самом деле, к тебе была просто конкретная просьба. Василий Рылов просил тебе вот что передать. Чтобы ты сверкнул своей волшебной улыбкой, махнул ручкой и передал привет всем зрителям Казахстана. Написал, что ты чумовой динозавр. Казахи, я передаю вам огромный, пламенный привет. Привет. Нормально, дядя Леша, не парьтесь, все будет. Только Да, надо только поработать. не так часто все это происходит. Понятное дело. Ну, в общем, вернулись мы на городок на блиндажный, где мы тут 2 блинчика покопали. Один был что-то вообще грустный. Мы его даже не докопали. Дядя Леша сказал баста. Дядя Леша тогда устал, дядя Леша много работы было. Вот. Во втором даже что-то было. Сейчас попробуем еще один здесь рядышком. Вот, сейчас все покажу, расскажу. Надо немножко только это. Да, пока дядя Леша ходит за кабелем, за бензопилой, блин, он все покажет, расскажет. Еще рекламу, небось. У нас тут лесные есть магазины, пункты выдачи бензопил и проводов. Угу. Так, ну сейчас еще пока собираемся. Еще отвечу на пару вопросов. Коротенько. Вот у нас товарищ Алекс спрашивал, сколько у нас занимает время добраться до места, сколько весит наша снаряга. До места мы как добираемся? Чаще всего транспортом общественным, электрички, автобусы. На машине редко, когда машины у нас нету с дядей Лешей. Поэтому в основном так. Ну, соответственно, пешочком. По снаряге по-разному. Когда налегке, когда по полной программе. Но зимой обычно вот мой, по крайней мере, рюкзак со всем барахлом весит где-то порядка 35 килограмм. У Лехи поменьше рюкзачок. Старейшина-то купил, как у меня, хороший, большой такой. Он сам весит 3,5, без всего. А вот дядя Леша с маленьким гоняет. Боится, что придется ему еще что-то с собой понести. Так что примерно так, 25-35 плюс-минус кило на себе носим. Ну а по вещам, вот тоже товарищ этот Иванас спрашивал, что мы с собой носим. Ну, я не буду показывать как бы особо, что мы с собой носим. В принципе, и так все понятно. То есть это вот мотопомпа, ботинки, ну точнее сапоги, они уже на мне болотные, переодеться. Вот у нас лопата, прибор разобранный с перчатками, нож хороший, мощный. Вот причиндалы для помпы, термос, чай, кофе, одежда, чтобы переодеться под рабочую. Потому что даже в рабочей одежде все равно руки потом в глине мокрые. Ну, соответственно, рабочая одежда старенькая. Вот. Ну, пару камер. Вот одну снимаю, вторая экшн камера. Соответственно, покушать зимой побольше берем. Но в основном едим вечером, днем некогда есть. Днем вот с утреца бутеров немножко заточил. И все. Фляга с водой, фляга с компотом. Это что тут? Зубная щетка, но это так иногда что-нибудь почистить. Пинпоинтер, ведро наше фирменное, килти красненькое армированное. Щуп, соответственно. Вот.
Ну и в целом все. Пару фонарей, налобный, кемпинговый, запасная батарейка, нитки, иголка. Вот. Иногда там, может, лекарство какое с собой, если что. Но это в основном на ночевку. Ну и вон какой-нибудь накрыть, чтобы не капал дождь, снег, полиэтиленчик. Вот. Лех с собой еще носит вон шланги от помпы. Ну и топорик, иногда бензопилу, когда нужно что-то мощное пилить, лед толстый или бревна. Вот, так что как-то так скромненько, но все это набирается в нормальный такой вес, все это приходится на себе тащить. Но мы так из года в год работаем, ничего, нормальненько. Никто не умер от этого, как говорится. Вот. Так, ну вот у нас немецкий блиндаж. Вот тут вот рядышком мы копали один, и вот здесь один. Вот сегодня посмотрим вот этот блиндажик, такой в принципе небольшой. Ну, за день должны сегодня управиться вдвоем. Сейчас надо будет снег тут подраскидать, что много снега навалило. Вот. Прорубим лунку, поставим помпу, начнем качать. Вот, сейчас камеру тоже еще поставлю, чтобы все это дело заснять. Ну вот, посмотрим, что у нас сегодня будет. И еще чуть-чуть по поводу щупов. Наш телезритель Андрей Смирнов спрашивал, что, какие щупы, из чего делают. Ну вот отвечаю, я, конечно, не мега спец в щупах. Знаю, что делают из торсионов обычно, из наших. Но вот у меня щуп, и лучше этого щупа я еще в руках не держал, а передержал я их много. Я ничего не видал. Этот щуп был куплен в свое время человеком, который тут в Питере занимался щупами. К сожалению, давно уже этим не занимается. Так бы я прикупил еще один про запас, или Лехи. Вот, потому что Лехи такого крутого щупа нет. Значит, сталь каленая, марку стали не скажу. Вот, 8 миллиметров у него идет штырь, толщина, это оптимальная. Вот, сам он где-то 1,35 м, то есть он такой не короткий, не длинный. То есть, ну, если по верхам ходить, там, например, бойцов искать на кости, не очень удобно, он высоковат. Лучше где-то метровый щуп. Ну так, если вот именно верхний слой прощупывать. Вот, а этот вполне оптимальный. То есть, ну, в больших блиндажах, например, там бывает до пола не дотянешься, но уже понятно, что насколько большая яма. Там дальше уже, в принципе, не особо есть смысл всего его истыркивать, все равно яма копается целиком. Вот, значит, что еще тут главное? Ну, ручка простая такая, в принципе, она изначально была, здесь болт был проварен насквозь, рассыпается сварка, поэтому сделали просто болт на гайку здесь, просто затянули и все, ничего варить не нужно, все отлично держится. А что еще главное в щупе? Это наконечник, пуля, потому что многие делают щупы без наконечника, просто заостряют его. Значит, пуля должна быть, то есть она должна быть шире, чем сам штырь, то есть где-то примерно в сантиметр, где-то 10 миллиметров. Почему? Потому что, вот, по моему мнению, когда вы загоняете щуп в землю, то у вас лунка, в которой проходит дальше весь штырь, она шире и меньше сопротивления. То есть щуп лучше входит и лучше понятно, что там с грунтом. Поэтому он обтекаемый в две стороны, чтобы нормально входил-выходил. Ну и должен быть не слишком острый, как стрела Купидона. Вот, этот уже такой подстесался, остренький стал. Вот, а так вообще не особо острый. Если какие-то очень мягкие почвы, как на болоте, то можно прям побольше такой наконечник, 1,5 сантиметра. Вот, и потупее. Ну, а это вот оптимально. Ну, это, говорю, это подстесался, он был еще пошире. Ну, видите, форма пули. Вот, в принципе, по щупам, что могу сказать. Вот этот щуп отличный. Лучший щуп, что у меня был, что я держал в руках. Вот, так я его купил давным-давно, он у меня 4 года вообще без дела был, но потом я его начал использовать и понял, что практически самый лучший прибор вот из всех.
Сейчас всем, кто занимается или решил заняться поиском, лунный ландшафт рекомендует надежный и проверенный магазин у деда Мити. Огромный ассортимент товара, фирменная продукция, официальная гарантия, акции, конкурсы и система трейд-ин. Особые скидки для поисковых отрядов. Для зрителей же канала Лунный ландшафт есть возможность получить скидку или приятный бонус, просто назвав промокод Лунный ландшафт. Специальная ссылочка прямо под видео. А для тех, кто любит ходить за покупками пешком, и есть отличный оффлайн-магазин в Подольске. Магазин у деда Мити. Лунный ландшафт рекомендую. Ну вот, от снега подрасчистили блиндажик. Сейчас лунку прорубим, помпу поставим и поехали. Вот такой вот блиндажик с выходом вон туда. Что-то у нас подписчик тоже спрашивал по поводу показать, как у нас земля копается. Ни одной рукой, конечно, не показать, промерзшая земля. Но, видите, в принципе, при желании рубится. Ну, не сильно у нас промерзло. Снегом все-таки успел подзакидать. То есть тут везде по-разному, но не сильно. Так что даже если поверху копать, ну, сколько там сантиметров? Ну, не знаю. Сантиметров 5-10 максимум, наверное, промерзшие. Так, земля не промерзшая. Но у нас в водяных ямах-то земля мягкая, поэтому нам все равно. Воду подоткачали, там осталось немного. В принципе, тут поднаморозило уже сантиметров 25-30 льда. Это хорошо, что у нас сейчас пила была. Пильнули. Сейчас все остальное будем пилить. Вот, остальное там уже воду подкачаем ведром. Так что, наверное, помпу сейчас будем брать. Раскапываю свою половину. Уже активно. Пока особо находок не видать. Вон только битые стекла. Упаковка отплавленного сыра немецкого. Гильза гнилая, стальная, сверху лежала. Вот. Ну, у дяди Леша, как видите, конь не валялся. Что-то дядя Леша у нас тут подсдулся в последнее время. Дошел там уже до пола. Сейчас попробую показать. Ой. Ну, разрывается. Глина, конечно, не очень. Рыжая такая. Ну, вот здесь какой-то показался что-то кожаное, какая-то система ремешков. Ремешочки. Ну, посмотрим дальше. Вот. Там вперед еще много копать. Ну, в принципе, время еще есть. Посмотрим. К сожалению, не посмотрим, что сегодня накопает дядя Леша, потому что дядя Леша подустал и опять отчалил. Так, ну что, ребятки, ну, 2/3 блиндажа я взял, ну, точнее, своей половины. Вот. До передней стенки мне остался 1,20 м где-то. Сейчас вот надо будет поломать этот лед как-то 30-сантиметровый. Вот. Ну и все, и докопать. Так что, в принципе, тут, не считая льда, работы не так много осталось. Находками, конечно, блиндаж не блещет. Что-то меня Леха затащил. Какие-то блиндажи. Обещал, тут будет ого-го, как интересно. Но что-то никаких ого-го. Вот, фурнитура от ящика. Куча всяких битых стекол. Ремешок. Это оказался стяжка на маршевый сапог. Я уже такие находил не раз. Разные. Даже пластиковый как-то один раз был. Пара. Ну вот. Но, к сожалению, глина не та. И состояние стяжки не очень. Вот. Носился на маршевом сапоге. Наподобие ремешка для шпор. Вот. Для того, чтобы
не лозили сапоги на ногах, не натирали. Ну вот, это бесформенная куча, это у нас рваная бахила немецкая. Вот тут еще какие-то, тоже обувка резиновая. Ну, пока не густо стекла гвозди в основном. Вот. Вон, видите, патрон один сиротский попался к винтовке Маузер 7,92, да, запчасти. Это граната М24, переходник с резьбой. Ну, вообще печально, даже сохран. И так-то находок особо нет. Еще и сохран унылый. Вот, ну, докопаем, да посмотрим. Авось будет, так будет, не будет, значит не будет. Значит, что хотел показать. Стяжка на маршевый сапог, она там подразвалилась. Вот, но есть вот другие тут экземпляры. Вот это они, значит, как раз уже надеты на сапог. Это дедушкины сапоги, дедушка фронтовик. Вот. Сапоги, правда, сами не знаю. Они, похоже, такого индивидуального пошива. Таких что-то я не встречал. Но речь сейчас даже не про сапоги, а про стяжки вот эти. Ну вот, одна из стяжек вот выглядит вот так вот. Это в прошлом году я нашел. Фурнитура вся практически стальная. Обычно они проклепаны. Как вот тут вот клепки. Ну, бывает еще там прошиты. Потому что здесь клепки, здесь прошито. Бывает полностью прошито, бывает на клепках полностью. Ну, вот так вот с двух сторон оно выглядит. Так через каблук оно одевается. Похоже, как вот под шпору. И здесь просто застегивается, чтобы нога при ходьбе, точнее сапог при ходьбе не елозил по ноге, не натирал. Вот здесь регулируется. Но здесь, правда, эта стяжка какая-то довольно короткая. Может, ее укорачивали. Вот, стяжка немецкая. Немецких сапогов у меня нема. Сапоги есть только отечественные. И вот вторая стяжка на втором сапоге. Она какого-то немного другого производства. Здесь вон ремень такой длинный. Вот тоже здесь вот полностью она проклепана. Здесь и здесь вот такие вот ремешки интересные. Так, ну что, блиндаж я закончил. Я свою половину всю раскопал. Вот здесь в углу поленница была из дров. Ну, в принципе, кроме мусора. Ну, тут тоже такие находки, что пуговка от штанов, да, от разгрузки. Крюк алюминиевый, грязный. Тут, в принципе, смотреть особо и нечего. А вот зацеп, который я нашел. Он такой простенький, в общем-то, вроде ничего особенного. Но если кому интересно, вот алюминиевый зацеп. В принципе, он встречался в двух вариантах. Ну, я только видел. Это на разгрузке на штурмовой трапеции, так называемая арама. Они бывают алюминиевые, бывают стальные. Но показать не могу. У меня нету арамы. Но есть второй вариант, где они применялись. Вот это я могу показать. Фотки из интернета не люблю я использовать, если только это не самолет или танк. Вот такая вещь. Это немецкий походный рюкзачок. Вот. Сейчас мы его рассматривать особо не будем. Потом при случае можно будет показать. Вот хотел показать, где они стоят. Вот здесь. Вот они, вот эти вот зацепы. Здесь вот они как раз стальные стоят. С этой стороны, с этой. Вот на них, собственно, лямки цепляются. Вот так вот. Крупный металл попадался там, какой-то гильзы. Диск от ППШ. Все гнилое. Надо что-то думать, надо что-то решать с этим совсем. Будем думать, будем что-то решать. Потому что что-то все это как-то в последнее время уныло. У нас тут с Дюлешей все проходит.
надо что-то поменять. Так что будем думать, как говорится, чем богаты, тому и рады. Что было, то и показали. По факту я сегодня один копал. Находок особо найти не удалось интересных. Ну, что поделать. Не будем унывать, будем продолжать, как говорится. Всем до новых встреч. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите обязательно огненные комменты. Ну и также не забывайте, если есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях, отвечу. Если хотите, чтобы ответ прозвучал в режиме офлайн, то есть на камеру, то так и пишите в комментариях офлайн вопрос. Ну и постараюсь ответить. Ну а сейчас пора закругляться, да, двигать до хаты. Так что спасибо всем за поддержку, ребята. Будем работать, обязательно будут интересные находки.